Всем привет! Сегодня я смотрю такую тему прошлой жизни, как прошлая жизнь, прошлое воплощение влияет на вас сейчас. Кем вы были в прошлой жизни и как это влияет на вас сейчас. Может быть, нужно вспомнить это воплощение прошлое, для того, чтобы в этом воплощении выполнить свою задачу, с которой вы пришли на эту планету, и все выполнить правильно. Идет такой посыл, что прошлое очень сильно влияет на то, какие мы решения принимаем здесь и сейчас, в этом воплощении. Перематывайте, если вам не нравится, когда я мешаю карты, но это помогает мне настраиваться на поток, поэтому извиняйте. Да, это очень сильно влияет, вот это колесо сансары. И вы можете прокручивать один и тот же сценарий из воплощения в воплощение. На своем закрытом курсе я объясняю эти моменты. Там очень важная информация в сокровищах рода. До 1 ноября 3000 рублей. После я сделаю дороже этот курс, потому что там я делюсь просто неимоверной информацией, которая выведет вас к Творцу, ближе к Творцу, ближе к своему роду. Вы соединитесь со своим родом и поймете вообще глобально, для чего вы на этой планете. Вот так. Я сейчас не преувеличиваю, не рекламирую, как бы, знаете, свой курс. То есть, если резонируют вам мои расклады, то берите. Нет, как бы, то нет. Но там надо работать. Работать над собой. Вот так. Уже карты спешат вам сказать о чем-то. На самом деле, меня запрос был у людей именно на прямо древность, несколько тысячелетий назад, до нашей эры, Древний Египет. Посмотрим, что выйдет, потому что это такая тема, что я не могу, знаете, как бы подобраться к этой теме, ну, натягивая эту тему на то, что не является правдой, понимаете? Так что мне скажут карты, то, собственно, я вам и озвучу. Итак, давайте смотреть. Очень сильный поток идет. Очень сильный поток. Ваша задача была на этой планете. Вас благословила сама Ева на это воплощение, для того, чтобы вы пошли в свой свет, давали людям тепло, мудрость,
исцеляли людей. Потенциал огромный. Вам выпало 7 благословений Евы. Вот эта энергия кундалини, она у вас есть, но в спящем состоянии. Вот она, пожалуйста, печать. Наташа, ты спрашивал про печать, вот она печать. Дальше. Вы обладали ценными знаниями, информацией с божественного потока. И вы должны были, точно, вы должны были реализовать этот потенциал полностью и тотально. Вот такая королева вышла. Вообще 2 королевы: изобилие королева и королева огня. То есть это страсть, это реализация, это талант и как раз-таки предназначение светить этому миру, зажигать в людях нечто живое, двигать их к свету, к цели. Она как целитель. И был у вас возлюбленный. Так, что с ним стало, с этим возлюбленным? Давайте дальше смотреть. Да, вы как учитель. Вы как учитель для людей. Очень много кармических уроков прошли. Слушайте, вы воевали, вы как воин света были для людей. За истину воевали, да. Но что? Закрылись от того, что защищали истину, защищали, кто-то культ защищал, древний культ. Завершилось это все так. Вы познали такую степень разочарования, боли, потому что столько было на вашем пути преград, но вот вы истину все равно несли какую-то истину для людей и оберегали какой-то культ, возможно, культ как раз вот Древний Египет, Изида и Осирис, да, вот как раз у меня был запрос на это. Почему вы закрылись? Границы свои защищаете. И это на вас сейчас влияет, что вы закрыты вот так, закрываете эти знания, которые у вас есть, этот потенциал, в котором... Да. Дальше. Так, это очень интересно. Угу. Это вообще поразительно. Я же вам сказала, у вас был возлюбленный. Смотрите, он к вам приходит из жизни в жизнь, как ваш кармический партнер. Этот возлюбленный, ваше близнецовое пламя, этот возлюбленный, ваша... Вот смотрите, здесь карта тантрика, то есть это взаимодействие энергии мужчины и женщины. И здесь тантра. Это взаимодействие на глубинном уровне. Это когда ваши энергетические тела сливаются в экстазе. Даже не физическое тело, не физический как бы акт сам, да, в близости, а на уровне энергии. И вы это познали тогда. Многие познали это и сейчас. Был такой партнер, с которым у вас просто от энергии, которые вы
То есть, смотрите, в человеке есть две энергии. Смотрите, в позвоночнике, там, с правой стороны, там, Ида и Пингала, две энергии, которые, как змея кундалини, то есть это энергия из вашего копчика, из первой чакры Муладхары, да, когда она взаимодействует с другой энергией, с мужчиной, например, да, у вас взрыв происходит в коронной чакре, и здесь происходит откровение. Вот у вас такая связь была с этим человеком, вы вынужденно ушли, у вас расставание произошло. Расставание произошло, и мужчина погрузился в такие переживания именно в своей голове, то есть его мысли не давали покоя ему. Какие-то иллюзии строил. Очень тяжело читать, поэтому если вам не резонирует, закрывайте сразу, и не буду этого. Тут кармическая связь. Вот через этот конфликт у вас произошел духовный рост. Смотрите, еще раз не объяснила, да, вот две энергии, то есть два канала энергетических, Ида и Пингала есть справа и слева от позвоночника вашего. И сушумна — это посередине тоже энергетический вот этот канал, который заряжается как раз вот от этих двух. И при взаимодействии на таком уровне, это когда, знаете, это галактическое взаимодействие с другим человеком, с партнером своим, на уровне космоса, когда у вас взрыв происходит на уровне космического сознания, потому что вы даже можете не прикасаться друг к другу, но вы знаете, чувствуете друг друга на всех уровнях бытия, как свою родную душу. Как ваши энергетические тела, когда сливаются, встречаются, да, это глубинное узнавание, что вы из одного источника. Ну, то есть вы из одного светового источника вышли вообще, близнецовые племена, да. Мне потому что и в этом стопке, и в этой стопке про это, про разочарование в чувствах-то почему же произошло. Так, сейчас конфликт у вас произошел, да. Вынужденно пришлось уйти, покинуть. Потому что выбор был. А выбор был какой? Ага, опять. Разрешение конфликта. Сейчас. Но он ваш рыцарь, и он должен был быть вашим рыцарем. А получилось так, что человек вас не выбрал, не смог вас выбрать. Его задача была служить вам во всех мирах и пространствах, служить в высоком понимании этого слова, потому что вы воин света, женщины, про вас речь идет, вы королева, которая должна исцеление нести на эту планету. Но он вас не выбирает, либо выбирает другой путь. Он идет на какой-то компромисс, на сделку с собственной совестью. У вас есть этот магнетизм, вы его чувствуете, этого партнера. Даже если он на расстоянии, вы его чувствуете. Но произошла ситуация, которая вас подвесила в жертву. Вот так. Вместо того, чтобы светить, мужчина пошел на сделку с собственной совестью, на компромисс, где ему удобно. Это в том воплощении, я сейчас говорю. Может быть, и в этом воплощении он проиграл тот же самый сценарий. Он должен был вам служить, помогать вам нести свою миссию на этой земле. Он этого не сделал. Связь эта все равно через все временные отрезки, пространства существует эта связь.
Вот знаете, когда на таком уровне люди сливаются, именно, смотрите, энергетическое взаимодействие их энергетических тел, называется так К. Энергетическое тело называется К, да? Ваши К сливались в экстазе, и рождались новые идеи, новое видение. И даже более того, в этом слиянии происходило больше даже, чем химическая реакция ваших тел, а именно ваше сознание достигало божественного уровня бытия, когда вам как раз в эту секунду, в этот момент, когда наибольший пик, да, происходил вашего взаимодействия. Я сейчас говорю не про сексуальные утехи, вообще не про это речь идет, а про то, что вы даже на энергетическом уровне, просто там дотронувшись до человека, вы чувствовали его течение энергии в его теле, там, допустим. Вот. И в этот момент происходит такая вибрация высочайшего уровня, что достигает это божественного уровня бытия, 7-го уровня, да. Вот, я не буду больше рассказывать вам. Хотите понять мироустройство вообще, берите мой курс, покупайте. Вот так. Потому что такие знания я не буду давать бесплатно. Так, и что происходит? Вы ему нужны для его энергетического взрыва, когда у него достигает сознание космического бытия, Творца, уровня Творца. Вообще у нас сколько уровней, смотрите. Есть мир мертвых, Навь, есть мир живых, Явь, есть Правь, это наш род, наши предки, которые уже в возвышении, но которые высокого уровня достигли. То есть, смотрите, мир мертвых, Навь, это непроявленное, это темное, это, возможно, даже, ну, там, сущности, вот это вот все, это Навь как раз-таки. Явь есть, наш мир, да, Правь, это еще выше, то есть это пантеон богов и предки рода, которые вышли как раз-таки в свое мастерство, ну, то есть в сознании я имею в виду, что достигли такого уровня. А есть еще Славь уровень, еще выше Прави, Славь наших предков, понимаете? Вот. И есть, смотрите, раньше небо считалось это низ, небо, потому что нет Бога, это низ. Небеса нет беса, это верх, как раз-таки вот у них вот так это распределялось. В общем, у вас был конфликт. Конфликт разрешился, но как он разрешился, это другой вопрос. Вы, конечно, стали видеть выше, больше, лучше, дальше. У вас сознание расширилось до космических пределов, но задача-то осталась, понимаете? Задача осталась у этого мужчины на это воплощение. Сейчас мы еще, конечно, посмотрим, но давайте вот так. Ну да, вы его учили. Он должен был давать вам, исполнять ваши желания, исполнять ваши мечты. Вы как бы должны были быть в этом поточном состоянии, а вы, получается, знаете, в каком были? В кармическом уроке, и в клетке. Нормально? В плен он вас посадил и в клетку. Я больше не буду сейчас пока доставать на эту. Мы дальше посмотрим. Так, и что? О, боже мой. Вот он и мужчина вышел. Настоящий мужчина. Так, настоящий мужчина, который не принимал решения, который энергетически вас истощил просто в ноль своим конфликтом, своим конфликтным характером, своим разгулом страстей,
Этот человек думал всегда только своей головой, не опираясь на свое сердце. То есть для него это непонятно, как это. А вы в потоке, девушки, вы в потоке. Вы и в этом воплощении в потоке. Вы королева жезлов. У меня первый раз королева жезлов. Вот она, прекрасная. И вот она, королева жезлов. С волшебной палочкой в руках, которая исполняет свое предназначение, которая служит людям в высоком понимании этого слова, которая исцеляет людей, которая обладает вот этими яркими талантами, способностями вести людей за собой. Это же может быть не обязательно там, допустим, вы можете в любой профессии просто достичь вот этого состояния поточности и волшебства. В вашем поле случается магия. Магия прекрасная. Не то, что говномагия, а магия, когда она просто взмахом своей руки, своим сознанием формирует свою реальность. Вот такая женщина, ей нисходящая благодать. Смотрите, через мужчину она должна была получать вот эту от Творца еще больше, как сказать, для того, чтобы реализовать весь свой потенциал, ей нужен был помощник. Вот этот мужчина, который должен был ей служить, как верный рыцарь. И на него и на нее нисходящая благодать от Бога идет, понимаете, от Творца. Но что произошло? Он не принял вашу уникальность, он не понял этого. Он не понял того, что вы живете, что у вас в сердце не просто сердечная чакра или сердечная мышца, что у вас сама мандала распускается в сердце, когда вы следуете своему предназначению, своему пути, золотому пути души. Вот как раз вот эта женщина следует своему золотому пути души. Вы должны следовать своим путем, женщины, да, вы наставница, вы в высоком плане учитель, гуру, учитель, человек, который ведет за собой. Это не обязательно быть учителем, да, там, или наставником в эзотерическом смысле, там, в духовном смысле. Вы можете быть в своей профессии человеком, который заряжает все пространство вот этим энергетическим зарядом. У вас очень мощная энергетика. Мужчина погрузил вас на такое днище жизни, что вы с трудом вообще выплыли оттуда. Это может быть ваш кармический партнер, отец, дедушка, там, может быть это, смотрите, вот человек из жизни в жизнь, он приходит в это воплощение для какой-то своей задачи. Вы должны светить этому миру. Я сказала, ваше предназначение — исцелять этот мир, давать свет через наставничество, через ведение людей за собой, то есть через зарядку вашего пространства этой энергии света. Световое поле ваше огромно. Вам дан кармический партнер, мужчина, который с вами постоянно в конфликте, из воплощения в воплощение. У меня такая ситуация, то есть я узнала о том, что я 19 воплощений несу определенную задачу, и 19 воплощений не могу ее выполнить именно по одной простой причине, что есть вот эта кармическая завязка, но я сейчас убрала эти все узлы кармические, поэтому мне сейчас как раз гармонизация моя идет, именно внутреннего моего мира, да, после трансформации. У меня тяжелейшая трансформация происходит, да. Я поэтому пошла в новый путь свой. Но когда не воплощается та задача, которую на вас возложила, как раз-таки благословила вас на эту задача ваша там
прародительница, вообще прародительница всего человечества Ева, она благословила вас на распаковку этой энергии, световой энергии, сексуальной энергии. Я говорю сейчас сексуальная энергия не в том контексте, что это распутство, это про другое. Это когда ваша энергетика настолько светлая, настолько чистая и ясная, и она заряжает любое пространство. Понимаете, вы должны были жить в процветании, в счастье и реализовывать свой талант. Мужчина не вывез эту задачу. Он ее просто не выполнил, а загнал вас в депрессию, в дно души. Я, кстати, видела своих партнеров, ну, там, кармических, ну, прошлые воплощения. Ребят, там жесть, вот что вот они делали просто. То есть вот у меня там определенная задача, да, стоит. Я его, например, исцеляю в том воплощении, я это видела прям собственными глазами, то есть свою прошлую жизнь. Вот. Не спрашивайте, как это происходит, Господи, я не могу вам это объяснить. Вот. Не понимаете этих вещей? Мимо, просто не надо. Я видела свое прошлое воплощение, и это из раза в раз повторялось. Одна и та же сцена, одна и та же ситуация, когда мужчина должен служить мне, я как целитель, я очень много воплощений как целитель, как и женщина, которая наставницей является, которая ведет людей к свету, которая исцеляет людей в любом контексте этого слова. И что происходит? Приходит этот человек в ее жизнь внезапно, как и карты показали, и сейчас я вам рассказываю. Этот человек, то есть они не кармические даже партнеры, они близнецовые племена, они запаяны друг на друга. Все, это взгляд, глаза в глаза, и все понятно, без слов, что ты моя судьба, я твоя судьба. Но мужчина из воплощения в воплощение меня либо убивает, притом я его исцеляю, там, то он ранен, то спасаю его, то еще что-то. Короче, спасательница, спасатель, блин. Я из воплощения в воплощение. Господи, я видела прошлое воплощение, то, что я хотела его, причем это недавно было, мощнейшая практика, когда я погрузилась на такое вот. То есть это ты же не специально фантазируешь. Сейчас я вот буду вспоминать свое воплощение. Ты просто погружаешься в свою прошлую жизнь и видишь эту сцену, что опять ты этого человека спасаешь под пулями, под снарядами, спасаешь. И я просто видела Вторую мировую войну. Я его несу на своих плечах, как медсестра, как девушка, которая спасает бойца раненого. И мы попадаем в воронку от снаряда, большая такая, все там в человеческих телах, там кровь, там запах разложения, вот это все я чувствовала. А он на моих плечах, то есть я его тащу, но при том он очень тяжело ранен, этот человек, то есть там ноги оторвало и все такое, вот. И я его хотела сбросить уже, потому и я понимаю, что я его не вывезу просто на своих плечах и не смогу его вынести, но из последних сил, просто порвав все свои жилы, я его вытаскиваю, оттаскиваю на какое-то безопасное место, и меня убивает снарядом. Понимаете? Вообще смысл, что я каждое свое воплощение, 19, воплощений, одно и то же происходит. Когда человек не выполняет свою задачу. В этом воплощении, я вам могу так сказать, я решила эту проблему кардинально, то есть я вышла из любой кармической вот этого кармического узла, поэтому на меня уже не действует. Мне все равно, как там. У меня кармических узлов нету больше, понимаете, карма, когда все очищено полностью. И сейчас я это вижу собственными глазами, что происходит. Так вот, человек не выполняет каждое
воплощение, свою задачу. Ему накидывают еще и еще и еще, а он никак не может выполнить. Что происходит, если он не выполняет свою задачу? Ну вот у него выбор есть. Выполнить, разрешить конфликт этот, преодолеть это. Ну, что я могу сказать? Катастрофа происходит. Если человек не выполняет свою задачу, миссию своей души на этой планете, из воплощения в воплощение он приходит, если он не преодолевает препятствия, если он не стремится слышать свою душу и что она ему говорит, а вот меня спрашивают часто очень люди, как услышать, как понять, что я там человек силы, как понять, я вообще являюсь этим человеком или нет, или я обычный человек. Вы ни с чем это не спутаете. У вас просто есть зов внутри вас, который вас зовет делать что-то, преодолевать препятствия, ползти в сторону своего предназначения. Ну, потому что я видела всегда свое предназначение, в чем оно. Но, понятно, пока я докумекала, в чем оно, я прошла много, конечно, шишек и ухабов. Но дело в том, что человек, если не берет эту задачу, то происходит катастрофа, да. Ему нужно примирить, как сказать, вот знаете, инсайтом, когда нужно понять, у меня такая задача на этой планете, например, защищать вот эту женщину, конкретно эту женщину, которая дана мне в качестве возлюбленной, которая дана мне в качестве жены, которая дана мне в качестве любимой женщины, а я просто беру и что делаю? А я закрываюсь от нее. Да, у вас вообще высшее воплощение вашей души, золотой путь души, если так это назвать, да, этот человек должен был быть вашим божественным партнером. Когда в кадуции две змеи у нее, две змеи энергетических я имею в виду, у него две змеи, то есть Ида и Пингала, два энергетических канала у него, два энергетических канала у женщины, да. Когда они сливаются вместе, происходит кадуций, то есть расширение сознания обоих партнеров до божественного уровня бытия. Вот. И что происходит? Ребята, это не специально. Так, сейчас. Карты уже летят. Ручки трясутся, карты летят от волнения. То, что вспомнила в прошлой жизни, никак не могу вам донести-то основную мысль. То есть оба партнера должны были выполнить вот эту задачу, да? Задача женщины — светить этому миру и давать огромный потенциал энергии этому миру. Задача мужчины — быть вашим партнером, служить вам. Через новый опыт. Ага, ну и я говорю, в исцеление идти. Так, а он что делает? А он разочаровывает вас, потому что в жертве висит. Либо вас подвешивают в жертву. Нормально, да? Так разговор идет. Разговор идет о том, что у мужчины есть выбор. И этот выбор не вы. И он этого не понимает, что он не выполняет свое предназначение. Боженька ему дает, Творец ему дает. Вот тебе женщина, ты ей должен служить. Он это чувствует. То есть это не почувствовать невозможно. Это не просто, знаете, как это по башке шандарахнуло там, или там, увидел красивую девушку. Да там вообще по-другому происходит взаимодействие. Там происходит взаимодействие на энергетическом уровне. Он сразу это чувствует. Она моя, она для меня. Но что происходит? Мы уже все поняли, да? Так, давайте-ка еще прошлой жизни. Что там происходило в прошлой жизни, что вы закрывались от этого нового опыта?
Я говорю, противоборство происходило. Он, мужчина, этот мужчина не брал свой шанс. Просто брал и отворачивался. Не брал этот шанс, не брал этот опыт. Господи Боже, как это сложно. Давайте дальше смотреть. Прошлая жизнь. Кто он был для вас в прошлой жизни? Давайте мы выяснили, что это партнерство какое-то, несостоявшееся, да? Кто он был для вас в прошлой жизни? Какую он роль? Он союзником вашим должен был быть. Союзник ваш. А на деле, знаете, что он делал? Он мучил вас. Вот так. Вот такое воплощение. Из воплощения в воплощение. Он должен был быть вашим союзником, но был мучителем. Убивал вас. Медленно, верно убивал. Растаптывал ваше сердце, ваше достоинство, ваше свечение. Видимо, это свечение слишком сильно било в глаза, что человек выбирал именно такие действия. Так, ладно. Я говорю, союзник и союзник. Опять выпадает та же самая карта. Я же мешала. Он должен был быть верховным жрецом, то есть этот человек настолько высоких вибраций, человек, который служит единому культу. И вы служите, и он. То есть это примерно 20 веков до Рождества Христова. Вот так. Представляете себе, да? Союзник и верховный жрец. Обалдеть. И опять выходит карта мучителя. Он мучил вас из воплощения в воплощение. Девушку мучил. Девушку убивал вас медленно. А может быть, не медленно. Потому что вы шаманка, вы лекарь, вы та, кто ведает, та, кто знает. Вы фея крестная, вы божественная, любимая дочь Бога. Он ваш друг вообще. То есть так задумано Творцом, что он ваш друг. Что он гений, то есть у него потенциал-то ого-го. Что он сам Бог. Ипостась, герой для вас, штаны с дырой. Санта-Клаус, Николай Чудотворец, между прочим. Санта-Клаус — это Николай Чудотворец. Это тот, кто несет чудо. Он для вас. А на самом деле он был, знаете, кем? Гулякой по страстям. Он вас предавал. Я сказала карту. Я вытащила сначала карту, я не видела карту. Я сказала, что он предавал вас. Вот он, предатель вышел. Он был вашим предателем. Предавал вас, предавал. Мать землю саму предал. Ты предатель. Да, должен был быть вашим защитником, опорой вашей. Бодхисаттвой. То есть это воплощение, знаете, самого Будды. То есть у него потенциал верховного жреца, Бога. То есть его сознание, возможно, имело потенциал, его сознание, как раз достичь вот этих высот, 5-го уровня бытия. Ангел. Вы были ангелом-хранителем для этого мужчины. А он был не мужчина, он был вечным мальчиком и гулякой. Ужас, просто карты ужас. Смотрите, что он с вами сделал. Этот человек вас превратил, читайте сами, порочную женщину и раненого лекаря, когда сама себя не могу исцелить, но стараюсь помогать другим. Но ворон уже плачет от того, что я не могу исцелить свое сердце израненное. Вот какая задача. Представляете себе? Так, это мы посмотрели, мы поняли уже, что этот мужчина вас предал на глубинном уровне бытия. Так,
Какие ему санкции будут за то, что он предал любимую дочь Бога? Давайте посмотрим. Не, ну интересно же, девчат, смотреть. Какие тебе санкции посланнику любви? Какие тебе выпишет Бог уроки, санкции за предательство? Любимой дочери Бога, когда она не может воплотить, вообще выпало вот так и вот так. То есть я перевернутые карты не смотрю, но здесь посмотрю. Он должен был быть, если бы он выполнил свою задачу, материальное благополучие, то есть вы для него шанс. Он перевернул этот шанс, то есть у него ни богатства, ни стабильности. Вечные треугольники. Дальше что? Короче, у него нету баланса ресурсов. У меня все карты перевернуты. Да, горечь потери. Разбил вам сердце просто в хлам. Хлам разбил. Так, она к тебе с искренностью, с душевным теплом. А ты ее в опасную ситуацию, в войну. Что-то ждал. Маг-манипулятор. Она роскошная женщина. Она вселенная. Она это все завершила. А у тебя, значит, какие кармические санкции будут ему? Вечная иллюзия выбора, что у него есть выбор. На самом деле у этого человека отнимут все то, чем он так дорожит, за что он так цепляется. Его стабильность порушится. Давайте еще посмотрим. Кармические санкции. Человеку, который не выполнил свое предназначение в прошлой жизни. Из прошлой жизни это все тянется, и это сейчас тянется. Эта история. Что тут происходит? Ну да, вы верховная жрица, а он кайфажер. И что? Вы идете в расцвет. Ну что? Крах его ждет. После войны это крах в любви. Никогда не обретет партнерство. Любящая женщина не будет у него. Будет висеть в кармическом уроке. Ну, он вечный взломщик, злодей и предатель. Да. Вечный шут и дурак. Он не берет просто кармические уроки. А вы, девочки, все это завершаете. Вы сказали, мне этого не надо. Вот такого состояния мне не надо. Когда меня в плен загоняют. Смерть положили. Девочки, вы пошли в глубочайшую трансформацию своей личности. Ему мы поняли, что ему закроют все пути дороги. Ему не дадут никакого богатства, никакой стабильности. Ты, предатель, не получишь. Вот так. Ну, потому что по треугольникам ходил. Какой-то, знаете, тяжеленький расклад получается. Честно говоря, я вообще не хотела в таком ключе, чтобы был расклад. Но, извиняйте. Ну, он шут, потому что шут. Понимаете, он шуткует вечно. Шутливый мальчик, который думает, что а мне ничего не будет. Хочет, понимаете, много хочет, но чтобы за это ничего не было ему. Вот. Так, кармические санкции. Сейчас. Девочки, у вас появится союзник, друг, Санта-Клаус, шаман. К матери Земле соответствующий союзник и друг. К вам прибудет. Этот предатель будет захочет исцелиться. Герой. Клоун просто, а не герой. Он думает, что он герой, он клоун. Так, будет пытаться, знаете, как к Творцу взывать, молиться, возможно. Ну, что-то жизнь-то пошла куда-то.
по какой-то низкой траектории, вниз куда-то она скатывается. Так. А здесь вот вероломство. Девушку тебе не видать. Лидер. Ты должен лидером стать. Королева. Сейчас. Первопроходцем. А ты мучитель. Ты не выполняешь свою задачу. Ты опять на выбор ставишь эту женщину. То есть, короче говоря, он вас не выбирает постоянно. Фея крестная, вы являлись для него феей крестной. Он гуляка. Ну, это неисправимо. Все. Вечный мальчик. Так, и злодей. Должен был быть... это вы для него добытчица. Вы для него источник благодати. Источник, через который он как раз-таки пополнял свою казну. Ну, потому что, смотрите, мужчина влюбляется в женщину, же не просто так их сводит Господь, да? Она ему дает вот эти силы, заряд энергии, жизнь саму дает этому человеку, а он приходит к ней, например, мертвый совершенно. Ну, то есть в живом теле, но мертвый. Внутри душа, когда умерла, там, после прошлого партнерства, после жизни, где он, собственно, всегда по темным мирам ходил и даже не думал о том, что он под сущностью. А происходит что? Она его оживляет, она дает ему вот эту любовь. А такие женщины умеют любить. Что этот мальчик вечный? Он гуляет, он играется в эту любовь, он играется, он не дает ей того, что вообще-то ему Господь по темечку дал, когда вот эту женщину дал ему, Господь говорит ему, его задачу. Ты должен выполнить эту задачу. Хочешь, не хочешь, выполняй. Не будешь выполнять, ты император должен быть для нее. А ты кто? Победителем для нее должен быть. Открывать возможности. Она твоя возможность. Она тебе открывает все двери. Она твоя возможность в этой жизни взлететь. А он вам просто вырвал с корнем ваши крылья своими действиями. Что получит предатель за свои деяния? Ну, вы, понятно, вы в цветение идете, вы в изобилие идете, вы сама Мать-Земля, вы начали свой путь. Вот знаете, как переродилась и снова начала идти по жизни. В доверии ко Вселенной. Вот, маленькая девочка снова. Да, вы достигнете поточного мышления. Я спрашиваю про него. Ну про него, вот, вечное чувство вины, которое будет его грызть. Сущности будут его одолевать, темные, потому что он предал саму светоносицу, мироносицу, девушку, которая должна быть лидером на этой планете, в исцеление вести эту планету. Каким уж образом, я не знаю, там, может быть, это наставничество, может быть, это учительство, может быть, это какие-то практики, там, женские практики, возможно. Ну, то есть в исцеление, короче, людей вести. Может быть, это артистка, там, женщина, да, там, писательница, кто угодно. Даже просто бухгалтер, понимаете, на обычной работе, вроде бы как обычная, да, она не творческая совершенно, но в своем пространстве вы настолько заряжаете это пространство своим светом, что если вы плохо посчитаете, да, плохо рассчитаете смету там, да, и зарплаты людям, да, что будет? А вы хорошо делаете свое дело, вы магию сотворяете своим присутствием просто. Так, и что происходит тут? Ой-ой-ой, полилось. Ладно, я потом вытру. Постоянно воск выливается. Девочки, вы пойдете в свой путь. Он будет трудный, но вы достигнете зрелости своей.
вы раскроете свой потенциал на все 100%. Откройте. Вы, смотрите, культ Изиды, я вам говорила, да, вот. Куда вам нужно копать, куда вам нужно идти. Предназначение ваше в этом. Ваша прошлая жизнь с этим культом связана. Это слышать свой внутренний голос, свою душу и по пути души идти. Да, у вас, я говорю, свободу обретете, перерождение, вас ждет перерождение. У гуляки у нашего стресс, и будет из жизни в жизнь этот стресс. Даже в этом воплощении он будет как белка в колесе крутиться, он будет хотеть достичь какого-то результата, но все тщетно, потому что вы маг своей судьбы, вы сама мироносица, вы творец своей реальности, вы женщина, которая вышла, здесь маг, как женщина изображена, вот она, в связке со звездами, вот она слышит звезды, она слышит свою душу, у нее божественное сознание, у нее расширение сознания идет, так, что? А он в своей морали сидит, так, что? Я говорю, это из прошлых жизней все тянется, а он возможности эти не видит, не берет. Девочки, вам открываются возможности. После тотального обнуления вас, вы выходите как раз-таки, ну, у вас трансформация глубинная происходит в вашей личности. Даже здесь не на уровне личности идет, на уровне божественного промысла, понимаете? Это такие глобальные процессы, что я просто не могу даже перевести это в русский язык, чтобы вам сказать, донести то, что я чувствую, какие здесь вибрации. Мне просто сложно это... Видите, я на таком подъеме говорю именно потому, что здесь очень сильные вибрации, я их чувствую. У нее миссия глобальная у этой женщины, и она ее выполнит на 100%. А он будет всегда цепляться за это прошлое, захочет прорваться, но он будет как тень, он как тень ваша будет, даже вот, ну и глубочайшая печаль, состояние ничтожества, мизера, и даже этот мизер отнимут, то, что он там так, за что он так держится, за эту стабильность, такую вот шаткую и основанную только, ну, короче, меркантильный мужик, когда, понимаете, у него происходит башня в жизни, разрушение тотальное. Для чего ему? Ну да, когда он заплачет. И этот лед даже заплачет. Вы можете подумать, какая я злая. Нет, я не злая, я сейчас вам... У меня свой процесс идет, я хочу вам объяснить, что у меня идет свой процесс сейчас. Внутренний, он очень тяжелый, поэтому и раскладики сейчас будут тяжеленькими, возможно. Поэтому не судите строго, если вам сейчас это не резонирует или не хотите это слышать, пожалуйста, просто закрывайте и все. Не мучьте себя, не мучьте свои ушки. Так. Ну, что он будет? Он будет сидеть за стеной, как бы, знаете, в клетке своей сидеть, вечным мальчиком сидеть. Он никогда не исцелит своего внутреннего ребенка, потому что он не выполняет свою задачу, Господи. В иллюзиях вечных живет. А, тут высший суд вышел. Высший суд божественный, который даст ему, знаете что? Такой контроль, боже, боже, ну его либо в смерть погонят, в глубочайшую трансформацию его, либо на кладбище, реально. Потому что у него раздвоение сознания будет, ну то есть кукуха может поехать запросто. Угу. Тотальная трансформация. Я вам сказала слово, вот она, вытаскиваются карты. Мои карты просто все говорят, поэтому слушайте душой. Я не сладкий таролог для вас. У меня нет такой задачи, понимаете, подсластить пилюлю. Нету такой задачи. Есть задача вывести вас на путь света. Через терник к звездам, да.
смотрите, произойдет его исцеление этого мужчины. Соединение с космическим сознанием, соединение с высшим Я, соединение со своими предками, потому что его и даже предки от него отвернулись за его деяния, произойдет только после его трансформации. Если он не принимает эту трансформацию, то его, я говорю, да, он должен соединиться с Творцом, он должен соединиться с Творцом и не играться, прекратить играться в эту жизнь, прекратить играть своей судьбой. Вот что, главный посыл. Тут дьявол вышел, да. Ну, дьявол его будет истощать просто морально и физически. Человек либо принимает трансформацию, идет глубинно до самого дна своей души, трансформируется полностью до ноля и потом взлетает, либо он идет на кладбище. Вот такой путь. И только такой придумал Творец. Вот, поэтому я вам всех призываю, трансформируйтесь, пожалуйста. Вам дают уроки, берите эти уроки, идите по этим урокам. Не жалуйтесь на судьбу о том, что вам выписали не такие уроки, я не хотел таких уроков. Нет, вы хотели таких уроков, вы только так можете понять. Через жесткий урок, я вам говорю, у вас очень глобальная миссия на этой планете. Женщины, кто меня слушает, очень глобальная миссия. Возьмите вы хотя бы свой урок. Он-то, понятно, он не берет свой урок, но он поплатится за это своей жизнью. И загубленной жизнью. И опять воплотиться в следующем воплощении. Но вы-то уже не воплотитесь, понимаете, что? Вы-то уже выйдете. Вот карта мне показала. В космическое бытие. То есть вы достигнете вот этого сознания Будды, когда Будда, он уже не перевоплощается, понимаете? Когда вышел из колеса сансары, бесконечно, бесконечно, бесконечно воплощать и воплощать и воплощать свою задачу. Вы свою задачу, если выполните на этой земле, вам не будет надобности, вы уже будете в мире праве смотреть уже на своих потомков и давать им советы оттуда. Ну, как световые существа, то есть вы достигнете вот этого сознания. Нет, кто хочет перевоплощаться, пожалуйста, можете еще дальше эти уроки проходить. Так, я говорю, вам взлететь надо, так. А у него будет говномешалка в голове, да. Его будет дьявол так... Ребят, тут вообще тотально. Тут и дьявол, и Творец взялись как бы со всех сторон. И с этой стороны, и с этой. Ну ладно, пусть играет. И с этой стороны взялись, и его плющат. Этого мужика так. А потому что он откладывает, Господи, говорит, я не хочу бороться, не хочу я пробуждать свою силу, мне и так хорошо, я же клоун. В той колоде клоун, и здесь я клоун, шут гороховый. Прорыв не могу совершить, поэтому болею, постоянно страдаю по своему опыту, да. Он просто не берет, знаете, главную свою задачу мастером быть. Он играет свою политическую игру всегда с самой матерью землей, с той женщиной, которая светоносицей является. Он играется с ней. Ну, потому что мужик под сущностями ходит. Там, где ему удобненько, там он и, значит, сидит. Девочки, вы получаете за свои страдания, за то, что вы выполните свое предназначение. Сейчас мы еще посмотрим. Я же главный вопрос не задала. Кем вы были в прошлой жизни, понятно. Как это влияет на вас сейчас? Вы получаете исцеление глубочайшее на всех уровнях бытия и щедрость. То есть с вами Вселенная щедрая будет. Да, расширение ваших границ,
расширение вашей энергетики и свобода, доверие пространству, обнуление, возможность обнулиться, возможность переродиться, возможность... Сейчас. Сейчас. Девочки, через тернии к звездам к вам идет все равно партнерство истинное, которое вас исцелит. Этот человек будет для вас вашим помощником, союзником, вашими крыльями. Да, это истинное партнерство, любовь. К вам идет любовь. Да, и свечение опять. Девочки, на вас все карты ложатся именно того, что вы выполняете свою миссию на этой планете, вы светите этому миру, вы повышаете свои вибрации, вы идете все равно в свет. Как бы вас там жизнь не била, вы все равно поднимаетесь, отряхиваетесь и идете дальше. Вот. Мужчина такой способностью, к сожалению, не обладает. Именно этот мужчина. Поэтому давайте мы посмотрим, как на вас влияет ваше прошлое воплощение сейчас. Может быть, вы уроки какие-то не можете пройти, а этот расклад вас подтолкнет на прохождение. Я же, конечно, не знаю, как влияет прошлое воплощение на момент сейчас, на вашу жизнь. Девочки, я вам сказала, что вы мироносица, светоносица, что вы ангел-хранитель вообще для людей. Вы, возможно, вы даже не... У вас воплощение здесь, на этой планете, знаете, как ангелы тоже воплощаются иногда. Высочайшая миссия. У вас обретение ресурсов, вы вся Вселенная. Вы сама Вселенная. У вас прямой коннект с Богом. Вы исцеление для многих-многих поколений и для земного шара. Вы исцеление. И вы ценность. Огромная ценность для Вселенной. Вот ваш потенциал. Вот то, что вы должны, те, кто меня послушает и воспримет правильно информацию, которую я вам говорю, кто пойдет все равно наперекор всем препятствиям в свое исцеление, да, что вы, как это влияет на вас, то, что вы ценность огромная для этого мира, что вы сам ресурс для этого мира, что вы источник света, вот, источник света, исцеление ваших предков, слушайте, вашего рода исцеление идет. Поэтому они вас оберегают, как зеницу ока. В этом воплощении как это влияет? Девочки получают уроки. Так. Наполняйтесь уже любовью. Исцеляйте себя этой любовью, этим светом. Через свои практики, через свою глубину. Вас как бы предки ваши восстанавливают. Вот сейчас, как это влияет? Может быть, кто-то лежит, думает, что, Боже, я больше никогда не поднимусь, не смогу, но вам предки говорят, как ангел-хранитель ваш выходит и говорит о том, что наполняйся, девочка моя, наполняйся этой любовью, этим светом и исцелением. Иди в свою радость. Ты обретешь это счастье. Ты обретешь это счастье. Только никогда не прекращай светить. Свет ваш, видите, не закрывайте этот свет. Вообще космическую мать, мать-землю называли праматерь всего, имеется в виду. Космическая мать как праматерь всего сущего на этой планете. Ее называют как большая медведица, малая медведица. Вот. Лосиха еще называли. Вот.
Видите, какое созвездие? Через взаимодействие с женщинами силами, силой, с женщинами силой вы обретете через практики совместные, возможно. Девочки, вам всем привет. Вы исцелите свое израненное сердце, и вам даст шанс Господь, Творец даст вам шанс собрать весь свой ресурс энергетический и выбрать свое изобилие. Вы в изобилие идете все равно. И к вам мужчина идет изобильный тоже. Ваша пара. Да, сейчас я получаю уроки. Дальше что? Но я отплываю в свое светлое будущее. Потому что я королева жезлов. Я все равно королева огня. Я беру свою удачу. Удача всегда на моей стороне. Я победительница. Я сею правильные семена. Плодоносящие семена. Я сама расцветаю. Я становлюсь прекрасной. Прекрасной женщиной, которая заметна, которая ярка, которая обладает этим ресурсом и силой. Внутренней силой, девочки. Тут мощь вышла. Я вхожу в жизнь людей как молния, как башня, как когда, знаете, по голове вот так вот раз и все, и человек понимает. И вы это, кстати, вот к этому мужчине точно так же вошли в его жизнь, как молния, как озарение. У него вдруг сложился пазл в голове, потому что вы его божественное, да, вы само солнце, девочки, вы само солнце. У вас открываются все перспективы. Тут еще любимый мужчина, любящий вышел. Короче, конкуренция тут будет. За императрицу-то конкуренция, конечно, конкуренция. Ты как думаешь? Мужчина в иллюзиях, мужчина плавает в страхах, в карме своей погряз просто по уши. В грязи он погряз, да? Он грязный просто. Вы завершаете этот этап и идете в свое свечение и исполнение своих желаний. Своих желаний, я сказала, так и будет. Вы сама Вселенная, вы гармонизируете себя сначала, потом весь мир вокруг вас сгармонизируется, все пространство. И к вам вот любящий мужчина проявляется. Император придет к вам. Так, подождите, это кто? О, это, подождите, сейчас. Это плющит как раз-таки вот этого недоимператора, который проявлялся к вам вроде как с любовью. На самом деле загонял вас в страхи, на дно жизни, когда вы чувствовали, когда он предавал вас, когда он вас подвешивал в жертву. Вы уже отрезаете это все, как королева мечей, и сбегаете из этого пространства. Девочки, не надо печалиться, вся жизнь впереди. Тут дьявол, потому что будет вас искушать, знаете, чем? Дьявол будет являться к вам в виде искушения, вы будете оглядываться назад и думать, что это было лучшее время вашей жизни, взаимодействия с этим мужчиной. Но это не так. Вы идете в свое обнуление. Если вы идете в свое обнуление, вы достигаете вот этого, десятка пентаклей. Это материальное. Такое процветание, такого уровня процветания, когда у вас семья счастливая, когда у вас в семье прекрасное взаимодействие с мужчиной, когда у вас любовь, потому что вы переродитесь, ваша душа переродилась, даже в этом воплощении. Вы должны были пройти эти уроки, и вам Господь будет давать еще больше. Творец будет вас соединять.
знаете, как на прямой связи с Творцом, когда она все больше, знаете, когда интернет вы просто соединитесь с Творцом, вы не будете соединяться с этим мужчиной, вот что. Не будете сливать на него свои мысли, там, связь вот эта обрубится, когда, если она обрубится, если вы это сделаете, то Wi-Fi не будет, по этому Wi-Fi он как бы все равно с вами связан. Он может быть даже, знаете, как это происходит вообще в жизни. Если ваш кармический партнер заходит, например, в ваше пространство, это может быть даже не мужчина, а там, коллега по работе или какой-то человек, у вас кармический узел, да, и вы не понимаете, почему вы конфликтуете с человеком, или человек с вами конфликтует, какую-то свинью вам вечно подкладывает, хотя вы ему ничего плохого не сделали, у вас кармический узел в прошлом. Вот это все, кармические узлы все развязываются, вы перерождаетесь, Творец вам дает шансы. Девочки, вы просто выпрыгиваете из своего одиночества, из своего состояния отшельничества, познавания истин, в свечение, яркость, в проявленность в этот мир и обретаете любовь. В путешествие кто-то отправится, и обретаете любовь и победу свою. Девочки, я вас приветствую, кто соберется путешествовать, вам сейчас вот самое время ехать в путешествие. Просто берите этот шанс хотя бы на 3 дня, но посетите те места силы, возможно, места силы, или то, куда вас зовет душа. Вы там просто встретите свою победу. Над чем-то вы одержите победу. Над кем-то. Над собственным состоянием незнания. Я не знаю, как мне двигаться дальше. Состояние жертвы, когда не видишь пути дальнейшего. У вас сгармонизируется все ваше пространство, все ваше тело сгармонизируется. И произойдет исцеление. Исцеление ваше произойдет. Вы просто перевернете состояние плена вашего. Все, перевернулась карта. Я так ее и положу. Перевернулась карта плена. Выйдите из клетки своих предубеждений, своих сценариев, своих каких-то, знаете, из клетки во всех смыслах этого слова. Выпорхните просто, как птица, вольная птица, потому что обретете ценность себя. Вы звезда, вы звезда, вы недосягаемая, прекрасная звезда. Вы не должны падать, понимаете, падающая звезда. Нет. А была падающая звезда постоянно, которая кармические уроки не вывозит уже. Вы идете в любовь свою. Тяжело, я говорю, через тернии к звездам. Истинная любовь, семья, счастье, радость и процветание. С мужчиной очень активным, который тоже прошел свою трансформацию, который обладает божественной мужской волей. Волей к победе, волей к тому, чтобы быть вашим истинным союзником, чудотворцем для вас. Ох, не завидую я мужчинам, которые слушают этот расклад. Потому что, смотрите, из расклада в расклад, ведь я говорю, это общее поле, да, я считываю общее поле. То есть есть этот запрос, я говорю. Дальше мы посмотрим. Я уже сказала о том, что к вам идет партнерство. Кто-то из вас получит это партнерство после вот этих тяжелейших уроков, когда вы сможете выполнить свое предназначение на все 100%, потому что вам будет союзник, да, свыше. Итак, этот мужчина для вас, кто он будет? Очень страшно, реально страшно, потому что это страшная колода.
Сейчас. Еще. Короче, два портсигара. Вот выбираете, какой вам надо. Значит, есть кармический учитель ваш, инвалид на всю голову, бунтарь, раб, потому что он всегда в рабстве. У кого-то он в рабстве там сидит. Ну, потому что ты постоянно что-то, потом как вор сидит в клетке. Террорист, который оставляет вас одну. Но вы думали, что это тантрическое взаимодействие. О, Господи! То есть это прямо все. На самом деле это взаимодействие было с тупицей. Поставьте его в угол и нашлепайте его. Вам идет истинный возлюбленный. Паладин – это человек, рыцарь для вас, мужчина. Вот. Тут тот, конечно, сопьется с горя, так. Этот человек мистик для вас. Вы как нимфа, он для вас мистик, мудрый мужчина. Ваш мудрый мужчина, который будет для вас всем, который будет предназначение свое выполнять. Всегда готов. Вот такое будет у него, да. Так, вечного мальчика чего? Ну, это так и останется. Гуляка, я говорю, из воплощения в воплощение. Хватит, девочки, быть феей крестной для вот таких гуляк. Все, закончилось. Кино не будет, будут танцы. Вы первопроходец, вы светоносица, вы королева изобилия, вы лидер по натуре, вы девушка, я переродилась, я снова девушка. Всех этих берсерков вы адепт, слушайте, вы человек, который, сейчас вообще без шуток, вы можете вот этих всех воров, берсерков, как сказать, перевоспитывать, получается, да. Вот этих клоунов перевоспитывать. Сейчас. Девочки, вам запрещено помогать ему. Запрещено помогать мужчине, который в вас не вкладывается никак. Запрещено. Вы, потому что не выполните свою миссию. Он должен вас защищать в любом. Вот он помер уже, но должен вас защищать. Как ангел-хранитель уже. Он, потому что для вас мужчина будет, да, Богом и являться самим Богом, божеством, гением. Ну, настоящий мужчина. Там защитник был, рыцарь ваш верный. Это человек, который мудрый мужчина, уже познал истину. Верховный жрец плюс выходит. Тот человек, который был вашим кармическим партнером из воплощения в воплощение, делал одно и то же каждый раз. Он стягивал с вас ваш ресурс, вашу любовь, пользовался вами как добычей и предавал вас. Поэтому кто-то превратился в ведьму. Ну, в ведьму в плохом понимании этого слова. Девочки, через вот это взаимодействие вы познаете мудрость, вы мудрая женщина, да, становитесь. Потому что он убийца ваш, вашей любви убийца, да. Он продажный мужчина, он, знаете, как по выгоде, там, где хорошо, только будет.
там, где не то чтобы хорошо где, а выбирать, где удобнее. И поэтому предавать будет вас всегда. Выберите сейчас другой сценарий. Вы воин света, у вас вообще сейчас меч в ваших руках. И вы герой, вы воин света, я говорю, вы можете опять, если вы будете опять взаимодействовать с тем человеком, что произойдет? Он мошенник, он вас опять низвергнет с вашего пьедестала, вы сейчас возвысились. Все, кто меня слушают, женщины сейчас достигли такого уровня сознания, когда вас очень тяжело скинуть с этого пьедестала. Если же вы будете опять его прощать, пускать в свою жизнь, этого предателя, этого мошенника, я же не специально вот вытаскиваю карты, ну мошенник он вас превратит просто вот в такое вот подобие женщины, понимаете, из светоносицы в шлюху. Вы будете чувствовать себя сиротой, потому что он вас опять пожрал, вампир, и свалил в закат. Так, все, вы как хозяйка Медной горы, я уже не хочу про это слушать, мне надоело. Ну, он скряга, я говорю, он меркантильный очень, он завязан на деньги. Там, где хорошо, где побольше платят, там продажный, я говорю. Мучитель он еще к тому же. Это все его тени выпали сейчас, все его тени, да. Вы для него лекарем, для распутника этого лекарем были, а вы сейчас как судья для него, да. Ну, теперь он будет мучиться. Этот хищник будет мучиться, да. Вестник вам идет, благая весть. Карты говорят, вестник вам идет о том, что эта свинья теперь в жертве будет. Теперь он жертва. Ханжа. Ханжа, потому что он лицемер, он думает, что он святоша, знаете, прикидывается таким вот благостным, что он познает этот мир, что нет, я духовно развиваюсь, на самом деле он ханжа. Внутри него распутник, и вот эти все тени он тщательно скрывает это. Драчун по жизни, да. Ну, сам дьявол, потому что там сделка с дьяволом, а вы богиня. Вы светоносица, я вам сказала, что... Так, к вам другой мужчина идет. К такой красавице, к такой ценности. Девочки, не надо чувствовать себя аутсайдером. Ну, вот, реально. Что у всех праздник жизни, а у меня аж почему ж такие уроки-то выписывает мне Творец. Устройте ему конкуренцию, этому мужчине. Будьте настоящей женщиной. Критикуйте его. Справедливо критикуйте. Не просто критикуйте, а справедливо. Темную богиню свою проявите. Темную, ваша темная есть сторона у вас. Он пришел в вашу жизнь как разрушитель. Будьте для него разрушителем. Для этого неудачника. Ну, он потому что ленивый. И как дурак себя ведет. Бездельник. Прячется, подглядывает за вами где-то. Будьте для него критикующий. Этому злодею. Выпишите уроки уже, да. Ну, потому что он монстр, у него внутри все равно теневые аспекты, и он с этим никак не хочет даже бороться. Так. Санта-Клаус это кто? Заклинатель. Уфуда, Господи Боже. Там еще и соперница, возможно, есть опять. Либо и этот, который прикидывался Санта-Клаусом, смотрите, очень осторожно с ним взаимодействуйте, потому что этот человек прикидывается
вашим другом на самом деле там может и иголки втыкать. Ну, сейчас серьезно говорю. Ну, он к звезде идет как задира, как босс, он хочет вами управлять. На самом деле внутри шут. Так, к матери земле сам шаман, друг и союзник идет. Все. Так, тут два человека, понимаете, два мужчины, два портсигара, два пиджака, два императора. Вот кого вы выберете? Того монстра или этого другого человека? Господи, давайте еще раскроем. Я не могу так просто остановиться и девочек в неведении оставить. Вообще, что происходит-то? Душевная искренность у вас будет. Праздник любви будет. Опять душевная искренность, Господи. Так. Девочки, если мои пройдут трансформацию, что им дано будет? Выбор направления, путешествие, выход из неопределенности, из жертвы, выход в изобилие, статус, в процветание. Еще и когда чувства дружат с разумом. Понимаете, здесь как бы фундаментальная женщина у меня выходит. Вы умерите в себе, исцелите вот это два аспекта. Покровительница изобилия – это женщина земли, то есть с фундаментом, да, будете хорошо стоять на ногах. И властительница чувств, королева воды, которая погружается в свои эмоции. Если в плохом аспекте она, знаете, как истеричка себя ведет, как бросается то в истерику, то слезы у нее, то очень сильно эмпатичная, то есть чувствующая этот мир. Вы в себе эти качества примирите, немножечко нужно будет подождать, и успех гарантирован. Мастер процветания к вам идет, к такой роскоши, он будет вас ценить. Он будет вас ценить. Не просто любить, а ценить. Будет придумывать, как же. Но этот человек просто после отшельничества, после единения со своей мудростью, то есть это человек свободный, он без вот этих, он уже получал по шапке, то есть он понимает. С интуицией дружит хорошо. Опасная ситуация, с чем связана? Не позволяйте собой манипулировать, ни в каком качестве, хватит уже, наплавались. Потому что, понятно, это вот бывший может заявиться, бывший опять, с романтическими, мечтательными моментами, знаете, как действует как мальчик, там, опять вам там лайк, сердечко, смайлик там пришлет какой-нибудь дурацкий, да, вы разочарованы будете все равно в нем. У вас как будто иллюзия выбора, что нет, это все, это крах, все, это катастрофа. Девочки, заканчивайте с этим, с бывшими заканчивайте. Вы сейчас через собственную инициативу идете к своей звездности. Смотрите, мужчина будет соответствовать полностью вам. Я по другим колодам видела, что вы звезда для него. И он звезда. То есть он тоже распаковывает свое предназначение. То есть тоже человек, у вас это совершенно новый человек. Вы, конечно, защищаете свои границы, свое сердце от искушений, от вот этих дьявольских. Потому что уже наплавались, уже хватит. Но я говорю, из-за рождения нового, интеллектуальный прорыв тут будет. Трансформация, через трансформацию, окончание, переход. Заземление вас, укрепление в материи, в новом качестве, когда, знаете, развитие перспективы. Смотрите, вот когда трансформация происходит, она происходит на всех уровнях бытия. Обычно с человеком там и тело начинает ломать, и сознание.
Но у вас, допустим, вы чему-то обучаетесь, у вас какой-то новый метод появился, либо новые знания, что-то такое, да? Но вы пока не укреплены в материи, не укреплены в своем теле с этими новыми мозгами, короче говоря, да? Новая прошивка, когда не укреплены. И вы действуете, если вы будете действовать опять по-старому, если вы будете оглядываться назад, действовать по старой схеме, вас опять откатит на 10 тысяч шагов назад. Вы уже выбрались из этого, из этой ямы, вы уже выбрались, вы уже идете к новому, но действуя по-старому, либо оглядываясь назад, либо постоянно прокручивая события прошедшего времени уже, все, нельзя это изменить прошлое, да, вас это откатит просто опять туда, и не факт, что вы снова сможете выплыть. Поэтому всегда нужно дождаться, когда трансформация происходит, дождаться укрепления своих позиций, когда вот полностью сгармонизируется, потому что после трансформации происходит гармонизация всего организма, всего тела, арканом мир, да, можно объяснить это так. Мирно, когда все завершается, все процессы, все на свои места становится, мозги на свое место встали, другие мозги, другое тело, другое сознание. И вы действовать должны по-другому. И вам категорически нельзя откатываться назад именно в том контексте, что вы цепляетесь за прошлое, пытаетесь там чего-то там исправить в этом прошлом. Нельзя уже ничего исправить. Ничего нельзя сделать. В победу идете. Ну вот он, император, идет к вам. Для которого вы будете всей вселенной, для которого вы будете всем миром. Девочки, этим процессом, этим долгим процессом этого пути, тяжелый путь, да, но вы, встретив этого человека, либо этот человек у вас уже есть, у вас просто, знаете, как происходит гармонизация всего. Вот я говорила гармонизация, этот человек просто поможет вам именно сгармонизироваться, вы остановите, наконец, свои поиски истины. То есть именно остановите, что все, я завершила этот этап, когда я тщетно искала что-то, когда я пыталась что-то там сделать. Все, знаете, как с приходом этого человека в вашу жизнь, ну он как ваш друг, да, как союзник ваш, вы поймете, что наконец я пришла. Я пришла к тому, чего так долго ждала, либо искала так долго. У вас просто сразу это понимание будет, и у него тоже. И нисходящая благодать от Творца на вашу пару. Да будет так, аминь.